Привет-привет, дорогие подписчики и гости канала. Я всегда рада вас приветствовать на очередном сеансе Таро. И сегодня мы посмотрим тему «Будет ли новое знакомство?». Рада буду вашей обратной связи. Ставьте лайки, пишите комментарии, ваша активность меня очень-очень обрадует. Так я буду понимать, что не зря делаю свое дело. Сразу давайте оговоримся. Расклад будет на одну позицию. Посмотрите хорошо, прослушайте сигнификацию вашу, да. Если вы понимаете, что речь идет о вас, что характеристика похожа на вас, тогда продолжайте смотреть это видео. Если нет, то подождите, выйдет другое видео. Скорее всего, там будет речь идет о вас, будет ваша история описана. Ну, давайте приступать тогда, начнем. Давайте посмотрим сигнификацию, кто пришел ко мне на сеанс, какие девушки. Девушки, которые, скорее всего, выглядят очень молодо, а может быть, молодые сами по возрасту выглядят так, они во всяком случае. Также может проиграться ситуация, что у женщин, у девушек в этот момент началась какая-то новая полоса в жизни. Они обновились, скажем так, и что-то у них действительно новое происходит. Также это девушки, женщины, которые могут рисковать. Они не смотрят на мнение, в основном не смотрят на мнение окружающих, общества. Они действительно могут рискнуть, пойти против течения, против мнения общества. Здесь первая карта, и первая карта нам показывает вот таких женщин и девушек. Давайте посмотрим следующую характеристику. Девушки, которые действительно с чуткой такой интуицией, да, они очень хорошо чувствуют все, что происходит вокруг них, как радары. Здесь также девушка, которая с творческой жилкой, у нее хороший вкус, может быть, она добрая, мягкая, хорошо выглядит обычно, может заниматься рисованием, каким-то прикладным искусством. Также творческая это натура. В принципе, хорошая карта. Девушки, которые действительно могут стать музой для мужчины. Здесь, скорее всего, все-таки или были девушки в отношениях, но они такие стабильные, они предпочитают, конечно, быть в отношениях, некоторые были в семье или, скажем так, разведены, некоторые до сих пор могут быть в семейных отношениях, но жить, скажем так, на расстоянии от мужа. Но здесь, скажем так, стабильность, просматривается стабильность, девушки, которые действительно предпочитают твердые такие постоянные отношения, семьи. У некоторых может проиграться и так, что есть и дети, поэтому смотрите сами по обстоятельствам. Еще раз повторяю, расклад общий. Рыцарь Пентаклей, карта показывает на то, что вы трудолюбивые, вы работящие, некоторые даже перфекционисты могут быть. Всю работу, которая возлагается на вас, вы выполняете дотошно, пусть даже несколько медлительно, но на вас можно положиться. Действительно, вы, скажем так, любите работать, вам необходимо работать, это ваше любимое дело. Сидеть спустя руки, скорее всего, здесь девочки не хотят, не чураются любой работы. Расчетливые, умеют все просчитывать, взвешивать. Несколько, еще раз повторяю, могут быть медлительные. Также король мечей показывает на то, что все-таки преобладают здесь и мужские энергии. Вы можете продавливать ситуацию под себя, как вы хотите. Здесь дисциплинированные в основном девушки. Они также могут требовать и от других дисциплины. Умный аналитический ум здесь развит очень хорошо. Могут разбираться в электронике, в математике. Но несколько, конечно, можете вы быть и рисковатые, скажем так, холодноватые. Вы руководствуетесь своим умом. Несмотря на то, что эта карта также показывает, вы чувственная натура. Но, видимо, вас жизнь научила все-таки как бы включать и мозги, скажем так. Рыцарь мечей. Когда вы сердитесь и злитесь, вы можете действительно многое что наговорить. Потому что здесь, как говорится, вам не попадись только под горячую руку. Можете устроить такой разгон, я вижу. И опять же мне показывает карта на то, что вы все-таки, у вас преобладает аналитический ум. Вы не глупая девушка, женщина.
Гибкость, дипломатичность, хитрость. Вот карта сама выпала, давайте ее тоже прочитаем, раз она рвется. Дипломатичность, хитрость, скажем так, гибкость, еще раз повторяю, обхождение острых углов. Но иногда можете, скажем так, и все-таки пойти не по очень правильному пути можете, действительно. Я не говорю здесь о подлости, все-таки здесь девушки не похожи на людей, которые могут совершить подлость. Ну, маленькую хитрость и обман они допускают. Допустим, обман ради чего-то хорошего, да. Откровенные, резкие могут быть, говорят правду здесь девушки в лицо. И если им что-то не нравится, могут поставить резко точку, оборвать отношения. Об этом говорит, опять же, и король мечей, и рыцарь мечей. Несмотря на то, что вы все-таки чувственная натура, но, видимо, вас жизнь заставила как бы в такие моменты поступать очень резко и решительно. В принципе, вы решительная. Конечно, сначала очень долго размышляете, взвешиваете все, об этом говорит рыцарь Пентакли. Но если доходит терпение до точки, вы можете действительно поставить точку, о чем говорит и карта Шут. Вы действительно можете рискнуть, вы действительно можете сделать так, что пойдете против мнения всего общества и правил, и канонов, да, если вы действительно понимаете, что уже все, пора кончать. Ну и последнюю карту выложим на характеристику вашу. Девочки, которые зашли на расклад. На данный момент, здесь я вижу, вы решили просто поставить точку, скорее всего, или на отношениях, или на какой-то ситуации в вашей жизни, и решили подождать, успокоиться, возможно отдохнуть просто. Здесь, скажем так, я вижу девушки, которые действительно могут взять какую-то паузу, временную паузу, поэтому, а некоторые здесь могут и действительно как бы приболеть. В данный момент что-то случилось в жизни, и вы приболели, может, некоторые лежат даже в больнице, да, не дай бог. Но если вы лежите в больнице, допустим, и плохо чувствуете, я желаю вам скорейшего выздоровления. Но здесь, скажем так, пауза в вашей жизни. Вы решили действительно сделать паузу. Ну, вот такой у нас расклад на характеристику, на сигнификацию вашу. Добавим еще из одной колоды, посмотрим, что она вам скажет про вас. Добавим, что скажет. Здесь девушки могут обладать какими-то эзотерическими знаниями сакральными, скрытные девушки, которые не все могут рассказывать, многое что скрывают. Занимаются многие здесь действительно или таро, или, скажем так, эзотерикой, ясновидящие, с развитой интуицией. Меняются у вас, у многих здесь с фазами Луны настроения. Очень привлекательные манки вы можете быть для мужчин. Девушки, у которых всегда есть цель. У некоторых могут быть здесь и собачки, например, друзья, четвероногие, да. Здесь девушки с целью, они всегда идут вперед. Если даже сейчас вот у вас какая-то пауза, и вы решили как бы немного отдохнуть, да, набраться сил, я вижу все равно, у вас цель. Это как бы пауза, небольшая заминка перед разбегом. Поэтому здесь действительно очень интересные девушки, своеобразные такие, которые действительно, которых очень трудно иногда понять. А иногда они сами, может быть, себя не понимают. Это у нас такая сигнификация девушек, которые зашли сегодня на сеанс. Давайте посмотрим все-таки, будет ли у вас новое знакомство. Что скажут карты? Так, будет ли новое знакомство у девушек, у женщин, которые сейчас смотрят меня? У многих здесь девушек был неприятный, конечно, опыт, скорее всего, да. Или знакомство, или отношения здесь были с мужчиной, который, может быть, моложе вас.
Отношения как бы не развивались очень хорошо, и пришел такой момент, что, скорее всего, вам пришлось закончить отношения, сделать выбор в пользу того, чтобы закончить, поставить точку на отношениях. Поэтому здесь и в вашей характеристике проигралась карта четверка мечей. Скорее всего, многие здесь девушки, которые зашли на сеанс, вышли из каких-то отношений с молодым человеком, с мужчиной, который, еще раз повторяю, скорее всего, младше вас. Если он и не младше, то здесь по пажу кубков человек может быть, вы знаете, незрелый такой мужчина. Переживаний было очень много было раздумий перед тем, как вы вышли из отношений. Вы вечерами, ночами, скорее всего, не спали, долго думали и решили все-таки закончить отношения, я вижу. Поэтому здесь на данный момент, несмотря на то, что у вас есть мысли, что в какой-то момент могут возобновиться отношения, здесь многие девушки могут быть действительно замужем за этим молодым человеком, мужчиной. Муж у вас может быть младше вас. Такая ситуация у многих проиграется. У многих здесь или гражданский брак, или законный брак. Но если даже здесь не замужем девушки, то они какое-то время проживали, возможно, с этим человеком, да, и чувствовали его как своего родного человека. Он был для них родным. На данный момент вы все-таки закрываетесь от отношений и от этого пажа кубков, скажем так, вашего партнера, с которым на данный момент, скорее всего, вы не вместе. Все-таки играет роль то, что вы много пережили неприятностей, вы проплакали, вы переживали, ночами не спали, я вижу. И на данный момент действительно вы боитесь, вы не хотите опять наступать на грабли. Но все-таки где-то на глубине подсознания у вас, скорее всего, есть такая мысль, что когда-нибудь у вас отношения восстановятся, возобновятся. Давайте посмотрим, все-таки вернемся к нашей теме. А будет ли у вас новое знакомство? Да, здесь я вижу, все-таки у вас будет знакомство даже не с одним человеком, понимаете? Здесь я вижу 3 мужских персоны. Один из них, конечно же, опять же, паж, проигрался пажом. Мужчина, молодой человек, скорее всего, будет младше вас. Рыцарь жезлов говорит о том, что, опять же, молодой человек. В моих раскладах рыцарь жезлов проигрываются как люди не вашей национальности. Обычно это молодые люди, которые как бы из, скажем так, южных стран, не славянской национальности. И король мечей – это человек, который мужчина, который может быть несколько холодным, рисковатым. По знаку воздуха, по знаку зодиака он может воздушных знаков быть, водолей, весы или близнецы. По специальности он может быть врачом, военным, хирургом, допустим. Ну, такой не глупый человек. У вас, возможно, на горизонте, да, есть хороший потенциал познакомиться даже с 3 мужчинами. Но для этого вам нужно все-таки восстановиться, набраться сил, потому что вы должны все-таки пройти вот этот период башни, где действительно у вас глубочайшее разочарование, где вы вышли из отношений, где вы разочаровались в мужчинах во всех. Скорее всего, отношения у вас ждут легкого характера. Все-таки 3 кубков у меня здесь проигрывается. Ну, потому что, скорее всего, вы ждете возобновления отношений, если вы семейные. Вы надеетесь, что у вас отношения с вашим супругом или гражданским мужем все-таки могут восстановиться, есть какие-то надежды. Поэтому знакомство, скорее всего, будет, у вас будет выбор. Но знакомство такого легкого характера, по 3 кубков. Потому что вы ждете именно такого знакомства. Вы не хотите, я не вижу, чтобы вы хотели какого-то серьезного мужчину для серьезных отношений. Потому что я вижу, у вас все-таки есть, у многих так проиграется, что девушки замужем. У вас есть муж, и, скорее всего, вы не разведены здесь, вы просто на расстоянии. Если не в законном браке, то вы прожили с этим мужчиной
под одной крышей, гражданским браком. Может быть, у многих здесь есть и дети от этого мужчины. Понимаете, он остается пока что для вас главным мужчиной. Поэтому здесь я не вижу, чтобы девушки хотели серьезных отношений, чтобы они хотели брака. Нет, здесь я вижу просто, пока что вы на расстоянии от своего партнера, вы хотели бы просто легких отношений, наполниться чувствами, да, или где-то в интернете, допустим, да, познакомиться с кем-то, пообщаться, просто наполниться кубками, чувствами, чтобы почувствовать себя, скажем, опять женщиной, привлекательной женщиной. А вы такая и есть на самом деле. В вашем описании именно такая девушка проигралась, такая барышня, которая действительно, она кубковая, но ее жизнь заставила быть королем мечей. Скажем так, вы одели маску действительно мужского такого холодного характера, да, маска непроницаемости такой и действительно холодности. На самом-то деле вы кубковая, вы действительно очень мягкая и эмоциональная женщина. Ну, мы как ежик, вот ежик, ощетинившийся, ваши иголки, скажем так, сейчас как ваша защита, да. А на самом деле у вас очень мягкая душа. Просто жизнь заставила вас как-то измениться, да, стать более тверже. Ну, давайте посмотрим еще. Знакомства у вас будут, конечно, однозначно. Вы будете, конечно, ко всем отношениям, ко всему относиться трезво. Здесь я вижу королева мечей. Все-таки действительно вас жизнь научила чему-то. Да, эмоции выключаете. И прежде всего рассматривать ситуацию холодно. Включаются мозги, скажем так, да. Здесь придется еще мужчинам как бы вкладываться в вас, показать, что они вас достойны. Здесь просто так вы любого мужчину как бы не примете. Вам хочется, чтобы в вас вкладывались. Потому что вы и сами непростая, я вижу. У вас, скорее всего, есть и работа, и деньги, какая-то финансовая подушка. Конечно же, вы не хотите мужчину, который бедствует, допустим, у которого нет работы, который не хочет вкладываться в вас, да, потому что вы все-таки считаете себя вот именно звездой. У вас самооценка высокая, вы действительно поняли, что вы непростая женщина, девушка. Поэтому здесь придется мужчинам действительно вкладываться по шестерке пентаклей. Иначе вы в любой момент выходите из отношений. Вы вообще здесь решили закрываться от мужчин, которые, скажем так, недостойны вас. Которые настроены только на секс, которые хотят экономить на вас. Вы будете против, вы сразу же будете заканчивать отношения, потому что здесь, я вижу, у вас произошла очень сильная трансформация. Ваша жизнь заставила как бы прийти вот к такому здоровому эгоизму, ценить себя. Потому что раньше, я смотрю, вы были как бы в роли жертвы. Вы, скорее всего, входили в отношения с мужчинами, и брак у вас, скорее всего, был построен таким образом, что вы проигрывали роль жертвы в этих отношениях, понимаете? Для мужчины вы всегда были тузом пентаклей, вы были ценной женщиной. Ну, конечно, я вижу, вы очень старательная, работоспособная, помогающая всем, и мужчине своему также. Вы действительно очень семейная девушка, женщина, да. Поэтому здесь я вижу, вы, скажем так, поменяли уже свой характер. Вы действительно стали более такой расчетливой, да, умеете сейчас манипулировать. Вам действительно нужен мужчина, который обладает тоже, как и вы, материальной какой-то базой, да, есть финансовая подушка, который не в браке, конечно. Здесь, скажем так, у вас произошла очень сильная трансформация. Произошло, наконец, то, что должно было произойти. Вам разбили, конечно, сердце. Вы сколько раз были в треугольниках, я вижу. Скорее всего, выбирали не вас. Но сейчас, я вижу, на вас очень сильно произвело то, что вы были в одиночестве какое-то время. Вы углубились, познали себя за это время. И вы поняли, вы действительно обнулились здесь, обновились, скажем так, и вы действительно поняли, какой мужчина сейчас вам нужен. Я вижу здесь, вы действительно настроены на чувства, на отношения действительно не просто так, а те отношения, которые вам принесут радость, чувства. И чтобы мужчина был также и активный, и сексуальный. Но в то же время он должен вам дарить все-таки подарки.
показывать вашу значимость. Здесь действительно вы хотите равноценного обмена. Вы будете ему давать радость и любовь, а от него требовать вы будете также любовь и заботу. Действительно, здесь вы решили найти человека очень важного и по тузу Пентаклей ценного человека для вас. По девятке Пентаклей действительно с хорошими задатками, с материальной подушкой какой-то, да, финансово обеспеченного. Поэтому здесь будут у вас знакомства, но вы будете выбирать, вот в чем дело. Потому что здесь просто так кастинг мужчины должны будут пройти, понимаете, прежде чем вы их выберете. Потому что, в принципе, вам и сейчас как бы и неплохо, я вижу. Девятка кубков. Вам и так хорошо. Но для полного счастья, вроде бы, скажем так, можно и попробовать и еще раз себя в отношениях, потому что все-таки я вижу, вы изменились, да, вы изменились, вы нашли какую-то гармонию в себе, гармонию в жизни, и, скорее всего, даже хотите понять, а какие сейчас вы будете в отношениях, потому что до этого я вижу, у вас отношения не были хорошими, они все отношения вас заводили в тупик, скажем так, была очень сильная конфликтность, скорее всего, здесь мужчины все были хитрые, обманщиками были, поэтому здесь я вижу, вы решили поэтому взять какую-то паузу. Но когда вы выйдете, вы наконец решите выйти из этой паузы, стагнации, да, наберетесь сил, я вижу, действительно идут в вашу жизнь новые знакомства, несколько даже молодых людей, мужчин, которые вы будете, скажем так, рассматривать, и они должны будут доказать, что они достойны вас. Вот что я вижу. Поэтому, скажем, здесь знакомства, конечно, будут. Конечно же, будут. Но это будет зависеть еще от того, насколько мужчины будут подходить к вам. Давайте еще проверим все-таки на дополнительной колоде, будет ли у вас новое знакомство. Да, через какое-то время, потому что вам уже не отвертеться, скажем так, да, здесь карта «Страшный суд» показывает, что пришло время, да, и здесь вы уже должны будете действительно познакомиться. Здесь я вижу шестерка жезлов и тройка пентаклей. Знакомство может быть связано где-то и по каким-то, скажем, там рабочим моментам, да, но что-то общее должно связывать вас. Да, тройка жезлов и тройка пентаклей показывает о том, что действительно знакомство у вас будет, что вас еще будет останавливать, допустим, некоторое время, что вы еще будете не в ресурсе. Я вижу действительно здесь женщина, которая все-таки, скорее всего, замужем. На этом я заканчиваю расклад. Благодарю вас за внимание, жду от вас ответной реакции обратной.